Всем привет, ребята! Сегодня хочу поделиться своим честным мнением про донат Whiteout Survival. Но перед тем, как нырнем в этот финансовый айсберг, пару новостей. Во-первых, в моем телеграм-канале прямо сейчас идет розыгрыш ледяных звезд. Итоги уже завтра. Поэтому если вы планировали зайти позже, вот это позже уже закончилось. Поспешите, пока шанс выиграть у вас не улетел. Во-вторых, до 4000 подписчиков на моем YouTube-канале осталось всего лишь 50 человек. Как только добиваем, сразу запускаем новый розыгрыш. Так что если вы случайно смотрите без подписки, считайте, что игра уже подсказывает вам красный восклицательный знак. Срочно нужно подписаться. Ну а теперь погнали разбираться, в каких пакетах донат реально помогает, а в каких нет абсолютно никакого смысла. Сегодня мы с вами обсудим довольно-таки деликатную тему – донат Whiteout Survival. Я увидел ваши комментарии под последними роликами касательно доната. Именно поэтому сегодня мы поговорим об этой теме. Я уже рассказывал о своем донате примерно полгода назад, но за это время в игре появилось немало новых опций для покупок со средним уровнем вложений. В целом, я постараюсь объяснить все свои мысли относительно покупок в различных магазинах нашей любимой игры. И возможно, кому-то из вас мои рекомендации окажутся полезными. Поэтому попрошу вас на старте ролика поставить лайк за мои старания. Прежде чем мы начнем, хочу обсудить несколько моментов. Во-первых, я буду высказывать исключительно свое мнение касательно доната в определенных магазинах, и оно может не совпадать с вашим. И это абсолютно нормально. Мы с вами играем на разных этапах развития. Мне условно всегда будет в приоритете мифрил, а вам фрагменты героя, либо кристалла огня. Что касается декора, я отношусь к нему нейтрально, а кто-то готов отдать целое состояние, чтобы получить, условно говоря, скин из морозного сокровища. Таких примеров можно привести много, поэтому прошу понять. Я играю на более позднем этапе, и потребности в ресурсах у меня могут кардинально отличаться от ваших. Сегодня мы пройдемся по основным магазинам игры и постараемся разобраться, что на сегодняшний день считается выгодной покупкой в плане доната, а что откровенно бесполезной тратой. Второй момент. Перед началом обсуждения самого доната, я хочу рассказать вам о своем отношении к нему. За 34 года в своей жизни, до появления этой игры, я относился к донату довольно-таки холодно. Я не понимал, зачем люди вкладывают деньги в игры и какой в этом смысл платить за пиксели. В школьные и студенческие годы я посвятил порядка 8 лет игре Lineage 2. Сейчас она уже не настолько популярна, но тогда я играл по 12 часов в день и развивал свой аккаунт без доната. Если мне нужен был условный премиум аккаунт, я покупал его за игровую валюту у ребят с Альянса. Мне нравилось, что в эту игру можно было играть годами и развивать своего персонажа. Мне было приятно общаться с коллективом и, конечно же, я слегка завидовал тем, кто покупал себе бусты за реальные деньги. Но с другой стороны, мне действительно нравился процесс добычи того же самого буста без доната. Благодаря огромному онлайну я был с ними практически наравне. Со временем я перегорел от работы драйвером в Lineage 2. Появились у меня другие приоритеты. Работа драйвером в игре приносила мне порядка $300 в месяц, что для студента было отлично. Но я понимал, что нужно искать нормальную работу для себя. Я думал, что когда-нибудь я все равно вернусь в подобную игру, где смогу развивать аккаунт годами, без вайпов и потери прогресса. Благодаря жене, которая показала мне Whiteout Survival, я понял, что это именно та игра, в которую я снова хочу вкладывать свое время и душу. Впервые за 10 лет паузе в играх. Первые несколько поколений Whiteout Survival я играл без доната. Где-то в третьем поколении героев я решился на свою первую покупку – 6-й марш и дополнительную стройку. Я увидел, что игра не пустышка, что в нее действительно можно играть долгую. Тогда я и отбросил свой старый принцип – не донатить, и решил, если у меня есть такая возможность, то почему бы и нет. Но перед первой покупкой я поставил себе максимальный бюджет – до $25 в месяц. С каждым поколением героев эта цифра росла, особенно после появления моего YouTube-канала. На сегодняшний день мой средний бюджет на донат составляет около $150 в месяц, и я стараюсь придерживаться этой суммы. Но главный финансовый инспектор – моя жена – всегда следит за этим процессом. И сегодня я постараюсь объяснить вам, на что уходит эта сумма ежемесячно. Сколько донатит каждый из вас, я не знаю. Кто-то кидает $5 в месяц на мероприятие от администрации, кто-то играет полностью без доната, а кто-то вливает $500-600 в месяц. И у каждого из вас свой бюджет. Можно ли играть без доната? В целом да. Но это, мягко говоря, сложно. Нужно участвовать во всех активностях, копить ресурсы в течение поколения и заходить на трату ресурсов в мероприятии «Король Ледяного поля» в самом конце поколения. Либо искать слабый сервер, чтобы конкуренция была минимальной. Если вы только начали свой игровой путь и планируете донатить, определитесь с ориентировочным ежемесячным бюджетом. Если вы думаете, что на старте закинете $1000 и станете сильнейшим, это не так работает. Вам нужно будет обновлять героев в каждом поколении, покупать виджеты, параллельно улучшать топку и многое другое. Поэтому тщательно планируйте траты и получайте удовольствие от игры. Неважно, с донатом вы играете или без, обязательно ставьте цели себе. Лично у меня цель – это топка 10 уровня, и я уверенно к ней иду. Потом буду ставить следующую цель для себя. Мне пишут ребята с разными бюджетами, в том числе игроки без доната, которые все равно получают удовольствие от игры. Но суть у всех одна. В этой игре либо копишь, либо донатишь. Третьего варианта нет. Вопросы про донат
появляется в личных сообщениях у меня довольно-таки часто, и сегодня я поделюсь своими мыслями. Получилось довольно-таки длинное вступление у меня. Надеюсь, вам было интересно услышать мое мнение об этом. Если у вас есть свои мысли или истории, обязательно делитесь в комментариях. Ну а теперь перейдем к тому, ради чего мы сегодня собрались, к обсуждению актуальных пакетов доната на сегодняшний день. Не могу показать абсолютно каждый пакет, потому что многие донатные предложения появляются только в определенные дни. Но в любом случае мы начнем с основных покупок. А если какой-то пакет будет недоступен для демонстрации, я объясню его словами. Итак, на старте игры, если вы предпочитаете играть с донатом, вам необходимо приобрести минимум 2 пакета, которые я сейчас вам покажу. Первый – это очередь строительства, а второй – это очередь марша. Эти две опции обязательны для комфортного старта. Честно говоря, я сильно мучился в начале игры без доната. У меня был острый дефицит ресурсов, а маршей было всего 4. Только после появления 6-го VIP уровня у меня появился 5-й марш. Но и этого было мало, учитывая постоянную нехватку ресурсов. Помимо этого, мне приходилось каждый раз за 1000 алмазов покупать дополнительную стройку. Если вы хотите упростить себе старт игры, то эти 2 пакета – обязательные покупки. Кстати, один из них можно выиграть в моем розыгрыше в телеграм-канале. Так что переходите и участвуйте. Если ваш бюджет позволяет покупать больше, я рекомендую обратить внимание на пакет «Фонд рассвета». Его главное преимущество – это 200 тысяч алмазов, которые ощутимо помогают исправить ситуацию с ресурсами. На старте игры одна из важных целей – это получение 6-го уровня VIP, который открывает дополнительный марш, а VIP 7-го уровня дает возможность ежедневно получать по одному мифическому фрагменту. Еще одна из обязательных опций – это покупка ультраценной карты на месяц, так как вы экономите алмазы, и вам не нужно тратить на активацию VIP-преимущества на 30 дней. Во-вторых, покупка данного пакета вам ежедневно дает алмазы, очки VIP и энергию губернатора. Я нашел для себя способ выжимать максимум из этого пакета. Как вы знаете, я не являюсь сторонником активного участия в стадии подготовки СВС. Единственное, как я помогаю моему штату, это активно участвую на своих фермерских аккаунтах и помогаю общему результату в моем государстве. На основном же аккаунте я коплю энергию и использую ее только в 2 случаях. Первый случай – это участие в мероприятии, где за убийство полярных ужасов и зверей дают награды за рейтинг. Оно проходит 2 раза в месяц, в период КОИ и СВС. В СВС тяжело попасть в топы, а вот в КОИ конкуренция минимальная. И туда я трачу энергию. Второй случай – это ежемесячные ивенты от администрации. В одном из дней очки выдаются за убийство зверей и полярных ужасов. В этот день я стараюсь тратить энергию по максимуму, чтобы экономить ресурсы для более важных событий. Например, для мероприятия «Король Ледяного поля». И именно благодаря трате энергии губернатора за счет этого дня я стараюсь зайти в итоговый топ. В целом, на старте игры именно эти 4 пакета являются наиболее важными. В сумме это около $40. Но при этом вы получаете огромное преимущество за счет алмазов при покупке пакета «Фонд рассвета» и экономите еще больше за счет ультраценной карты. Если же ваш бюджет меньше, ограничьтесь покупкой очереди стройки и дополнительного марша. Это 2 ключевые вещи. На старте также будут появляться различные предложения. В первую очередь пакеты с ускорениями, ведь одна из первых целей – это улучшить топку до 30 уровня. И тут уже решать вам, донатить ускорение или нет, так как это сугубо время. Единственная опция, которую я бы советовал донатить на раннем этапе игры – это мероприятие от администрации. Там накопление ресурсов и наград намного приятнее, чем в стандартных пакетах. За покупку пакетов вы сможете получать различные дополнительные награды. И последняя награда будет скин на марш «Крылья ледяного ветра». Чтобы его получить, необходимо набрать определенное количество баллов доната. За 50 тысяч баллов вы сможете получить скин на марш, а до него у вас будут ждать промежуточные награды, в том числе осколки Зинмана, комплект мифического снаряжения и другие полезные бонусы. Помимо этого, за первую покупку вы получите небольшое количество осколков на Наталью. В целом, это все, что я могу вам рассказать про начальный донат. Возможно, я упустил какой-то пакет, так как мой старт был 2 года назад, и сейчас могли появиться более новые и выгодные предложения до появления аэрокристалла огня. Но я постарался вспомнить все, что действительно важно для игроков, которые начинают игровой путь с донатом. Далее мы не будем разделять донатные пакеты по этапам игры, так как все опции, которые я хочу вам показать, появляются приблизительно с 4-го поколения героев. Когда у вас открывается возможность улучшать здания до 5-го уровня, становятся доступны эксперты с Рассветной Академии и появляются более высокие уровни снаряжения губернатора. Изначально давайте пройдемся по стандартным магазинам нашей игры, которые я приобретаю при необходимости. Начнем мы с раздела предложения. Первый магазин в данном разделе – это преимущество недели. До появления альтернативных донатных опций этот пакет мне всегда нравился. Каждую неделю я покупал преимущество снаряжения губернатора. Это была обязательная покупка для меня в период активного улучшения снаряжения губернатора. Сейчас я уже пару месяцев перестал брать этот пакет, так как сменил приоритет прокачки. Но как только снова вернусь к усилению снаряжения губернатора, вновь буду его покупать. Там можно брать и другие опции, но лично я для себя считаю самым выгодным именно пакет со снаряжением. Обновляется этот пакет каждый понедельник. Важно отметить, что накопление ресурсов в ваших пакетах и моих может отличаться, поскольку все зависит от этапа игры. Так как все очевидно, чем моложе сервер,
тем слабее накопление ресурсов. Если вы планируете покупать пакеты для прокачки снаряжения губернатора, то второй полезной опцией является магазин «Сокровища ремесленника». Он появляется ориентировочно с 4-го поколения героев и предлагает 3 набора на выбор. Если вы улучшаете снаряжение губернатора, этот набор будет очень даже выгодным. Пакет доступен с пятницы по воскресенье включительно. По аналогичному принципу в этом разделе появляется магазин с талисманами губернатора, но он уже доступен будет вам в начале недели. Следующая моя обязательная покупка – это карта разведки на месяц. Этот пакет появляется раз в 28 дней, и мне он очень нравится. Накопление ресурсов в наборе за $5. Я стараюсь брать его так, чтобы совместить с мероприятием от администрации, когда нужно собрать скин на марш за $60. Следующая обязательная покупка – это пакет «Вечный путник». Здесь есть возможность приобрести ресурсы для улучшения эксперта в Рассветной Академии. Я не беру пакет за $20 и ограничиваюсь набором только за $5, который называется «Всадники тундры». Обновляется этот пакет раз в 14 дней. И я стараюсь его покупать вместе с каким-нибудь событием, в котором за донат выдаются дополнительные бонусы. Отдельные пакеты на экспертов я не беру и ограничиваюсь только данной покупкой для улучшения экспертов. Далее идет пакет «Героический рейд». Честно говоря, в наборе за $10 я не вижу для себя ничего особенного ценного и ни разу его не покупал. С фрагментами героев у меня дефицита нет, а кристалл огня можно выгоднее получить и в других пакетах. Тем более сейчас появился аналог героического рейда, пакет, который называется «Сокровища путешествия». Мне очень нравится накопление ресурсов в наборе за $20, и если я вписываю свой месячный бюджет, обязательно его беру. Следующая опция в разделе – это магазин за $1. Войди и получи. Раньше я покупал его ради сочетания с бликами зари, но сейчас блики зари у меня пересекаются со снегоуборщиками, где я всегда беру пакет за $1, совмещая сразу 2 мероприятия. Теперь переходим к следующему разделу. Касательно пакета исследования кристаллов огня за $10, я брал этот пакет пару раз, так как мне не хватало ресурсов для старта исследования одного из войск 11 уровня. А так в целом считаю не особо выгодной покупкой данного пакета, так как есть другие альтернативы. Теперь давайте с вами перейдем в этот раздел. Тут ассортимент уже побольше, но в этом разделе я стараюсь брать только несколько опций. Про магазин «Сокровища ремесленника» мы с вами уже говорили, и мое мнение вы услышали. В разделе «Рассветный рынок» я не делаю приоритет ни на какой из доступных пакетов. По такому же принципу работает раздел «Персональный сундук питомца». Я никогда не делал донатные покупки в этом разделе и стараюсь развивать питомца без доната. По такому же формату и в этом разделе появляется пакет «Персональное вооружение». Я никогда не брал никаких пакетов, так как стараюсь не пропускать медведя, а шестеренки и ящики удачи со снаряжением героев добываю другим способом, либо в других донатных опциях. Следующий пакет – это усиление снаряжения, где вы можете приобрести поделки героев в рамках вашего поколения. Никогда не брал этот пакет, и тем более с появлением Агнес и ее волшебного навыка для обмена ассортимента в тайном магазине, смысла в этом наборе вообще не вижу. К тому же есть морозное сокровище, где можно получить немалое количество виджетов. Набор завоевателя и сделку дня тоже советую пропускать. Не вижу никакого смысла в этих пакетах. А теперь переходим к важному разделу. Это ежемесячные и еженедельные карты. Тут уже приобретение пакетов зависит от ваших приоритетов. Карта фрагментов Кристалла Огня была обязательной еженедельной опцией для меня, когда у меня стояла цель сделать войска 11 уровня. Сейчас все 3 вида войск у меня уже 11 уровня, поэтому я перестал покупать этот набор. Карта Кристалла Огня на неделю – ситуативный набор. Я брал его очень редко. За неделю вы получаете 62 кристалла огня на моем этапе игры, плюс 7 ящиков, из которых может выпасть минимум по 5 кристаллов. Зная свой фарт, я почти всегда получал в сумме только 35 штук. Итого выходит примерно 100 кристаллов огня в неделю. На моем этапе игры этот ресурс уже менее важен, но если вам его не хватает, то вы можете брать его в данном разделе. Про ультраценную карту мы с вами уже говорили ранее. Я раньше не был сторонником ее покупки, но сейчас свое мнение поменял в положительную сторону. Сегодня мне этот пакет закончился, и после съемки видео я приобрету данный пакет. Еще один неплохой набор – это карта снаряжения на неделю. За неделю мы получаем 84 шестеренки на моем этапе игры и 42 ящика удачи со снаряжением героя. Это хороший набор, и я действительно могу его рекомендовать. На сегодняшний день я сам его не беру, так как мне нужно улучшить только ботинок копейщика с помощью шестеренок, а ящики удачи предпочитаю добывать стандартными игровыми методами. Но если у вас есть острый дефицит шестеренок и мифического снаряжения, набор хороший и стоит своих денег. Касательно обычных наборов, мы не будем на них заострять внимание. Так же, как и на покупке алмазов. Я считаю эти пакеты абсолютно нецелесообразными, так как выгода в них минимальная или вовсе отсутствует. В целом, по стандартным магазинам мы с вами разобрались. Я мог какой-то пакет упустить, но вроде ни про один не забыл. Теперь давайте немного пофилософствуем. Я постараюсь вспомнить все доступные ивенты, которые у нас бывают и в каких я делаю донатные покупки. Донатные пакеты такого формата я стараюсь избегать. Не скажу, что они плохие,
Но все упирается в мой ежемесячный бюджет. В довольно редких случаях я приобретаю такие наборы. По такому же формату появляется магазин на следующий день после СВС, иногда бывает пакет с талисманами, и раз в месяц администрация выпускает магазин такого же типа, где можно выбрать несколько опций для покупки. Касательно несметного базара, я его пропускаю, так как кристалл огня и улучшение снаряжения губернатора на сегодняшний день не входит в мои планы. Магазин Энигмы – это тот, где необходимо 7 дней подряд донатить, чтобы получить бонус. Я тоже пропускаю. В хижине предсказаний Мии я ограничиваюсь поиском 2 наград. Если удается их получить без доната, отлично. Если нет, беру пакет за $5. В свое время при остром дефиците кристаллов огня эта вымогательница не раз заставляла меня покупать пакеты за $10, а однажды даже за 20, так как нужны были кристаллы. Но теперь ограничиваюсь только минимальным пакетом. Касательно рыбалки, я в нее никогда не донатил. За 2 года игры я собрал абсолютно все коллекции. В очень редких случаях я покупал урок Посейдона. Мне не нравится накопление пакетов в период события. И гнаться ради временного скина на 30 дней мне не по душе. По такому же формату и снегоуборщики. Рано или поздно все коллекции будут собраны. Спешить я никуда не хочу. Как говорил ранее, я беру пакет за $1 с топливом, чтобы совместить покупку с мероприятием «Блики зари». В стадии подготовки драконьего тирана обязательно ежедневной покупкой для меня является набор с 3 сотнями чешуйчатого кристалла, чтобы купить чуть меньше, чем 2 мифрила за $5. Серебряные раковины, которые мы используем в ивенте с ракушками, все ситуативно, но стараюсь вложиться в бюджет около $10. Мероприятие «Охота за сокровищами», там где мы используем кирки, я совмещаю покупки с пакетами за $1, так как в течение дня достаточно взять любой пакет. Поэтому стараюсь найти подходящий, либо беру что-то из того, что и так входит в мой ежемесячный бюджет. На кассе заострять внимание мы не будем, вы и так все про нее знаете. Избегайте это мероприятие, оставляйте эту роль мне. Я буду ради контента покупать пакеты, а вы болеете за меня от чистого сердца. Надеюсь, что 2 месяца подряд это событие. Это была одноразовая акция от разработчиков, и они вернут прежнюю периодичность раз в полгода. Мероприятие «Потерянная добыча» мне действительно нравится. Там падает много шестеренок, но я стараюсь ограничиваться пакетом за $5. Если есть острая необходимость в шестеренках, а с этого события их падает хорошее количество, то могу приобрести пакет и за $10. Мероприятие «Путь света» ограничилось пакетом за $5 для открытия всех 4 маршей. Событие само по себе неплохое и заслуживает внимания, но в мой ежемесячный бюджет не вписывается, поэтому беру минимум. В мероприятии «Пробуждение кристаллов», где мы можем получить леющие кристаллы и обменять их на наборы с кристаллами огня, я избегаю любых покупок. Мероприятие «Приключения в тундре», где мы кидаем кубики и получаем награды в виде кристаллов огня и проектных планов, мои максимальные траты это $10-15. Я полностью закрываю картину, чтобы получить все награды, и каждый день покупаю пакет за $1 с кубиками. И в мероприятии «Морозное сокровище» обязательная покупка для меня – это набор с двойной наградой, а также ежедневный пакет за $1 с алмазами Энигмы, так как он обновляется ежедневно. Касательно пакетов от администрации такого формата, где мы с вами можем получить кристалл огня и ящики со снаряжением героев, я стараюсь брать пакет только за $5. В редких случаях беру пакеты за $10 и $20. И то только для того, чтобы поучаствовать в какой-то гонке за скином. В этот раз мы с моими товарищами из телеграм-канала без проблем взяли места со 2 по 4 в мероприятии со скином. Как это вышло? Это мы сможем с вами обсудить в отдельном ролике. Я расскажу про средние сервера в нашей игре с меньшей конкуренцией. Так что давайте наберем в это видео 150 лайков. Я займусь съемкой того ролика, где в том числе разберем и этот момент. По итогу мы потратили только по $5 с тетушкой Эрис, исключительно чтобы взять рамку. А Гекон вовсе без доната взял 3 место по итогам мероприятия. Поэтому я надеюсь на ваш актив в виде лайков, и тогда буду снимать отдельное видео для вас. Вот в целом все, что я вам хотел рассказать про донат Whiteout Survival. Еще раз хочу подчеркнуть, я озвучил исключительно свои мысли по поводу доната. У кого-то может быть другое мнение, и это абсолютно нормально. Не забывайте, у каждого из вас определенный этап игры. И у каждого свои потребности в ресурсах. Я не хочу говорить, вам донатить или нет. Это дело каждого. У всех разные возможности. Но дам один совет, как уже говорил ранее. Старайтесь анализировать свои траты в игре и придерживайтесь своего ежемесячного бюджета. Одноразовая трата в пару тысяч $1000 поможет только на определенном этапе игры. Но затем ваши аппетиты будут только расти. Лично я стараюсь держать планку на сегодняшний день $150-200. И надеюсь, что это будет мой игровой потолок. Кто играет без доната, я отчасти вас понимаю. Я сам на старте игры играл без него. Это довольно-таки сложно, но вполне реально. Ведь у каждого свои цели в игре. Я уже говорил каждому из вас, не в зависимости от доната. Ставьте перед собой цели на каждом этапе игры. Когда вы их преодолеваете, вы получаете определенный кайф. Но не забывайте потом ставить новую цель. И играть станет проще. Я играю в эту игру уже 2 года. Временами становится морально тяжело. Из-за ежедневной рутины и съемок видео. Но несмотря на это, всегда стараюсь находить мотивацию для создания нового контента для вас. В том числе благодаря вашему активу растет мое желание улучшать качество роликов. Жду вас в комментариях.
Хочу услышать ваше мнение о донате и в целом о вашей игровой истории. Мне действительно интересно послушать ваши взгляды. На сегодня все, ребят. Надеюсь, для вас это видео было полезным. Не забывайте заходить в мой телеграм-канал и участвовать в розыгрыше, результаты которого будут уже завтра. Подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы не пропускать новые ролики. И, конечно же, поддержите лайком этот ролик за мои труды. Для вас это не сложно, а мне будет приятно. А на сегодня все, ребята. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.